Лёш, вы же совсем недолго друг друга знаете. Не рановато для свадьбы? Мама наливала в тарелку суп и не знала, радоваться ей или начинать тревожиться. Наверное, радоваться. Личная жизнь сына волновала давно, точнее ее отсутствие. Ровесники уже успевали жениться второй раз и завести детей, а Алексей в свои 27 лет никогда не имел серьезных отношений с девушками. А тут пришел довольный, улыбается, рассказывает о том, что скоро со Светой пойдут подавать заявление. «Мам, я понимаю, что для тебя это сюрприз. Раньше не рассказывал, боялся сглазить. Я уже в последнее время и надеяться перестал, что встречу кого-то, и у нас все будет взаимно. А Света такая замечательная, сама увидишь. Можно я с ней приду в следующий раз?» «Спрашиваешь еще. Ты только заранее предупреди, я стол соберу. А ты уже знаком с ее родителями?» «Нет, но скоро познакомлюсь с ее мамой. Она далеко отсюда живет, надо на поезде ехать». Алексей решил не нервировать лишний раз. О том, что со Светой связаны некоторые странные вещи, говорить не стал. Может, и ерунда какая, а мама расстроится, напридумывает себе чего. Молодой мужчина точно не был женской мечтой, популярностью не пользовался. У Алексея не было харизмы и чувства юмора, которые так ценятся девушками. Это был тот парень, который в больших шумных компаниях сидит в углу и имя которого потом никто не может вспомнить. Зато имелась упитанность и легкое заикание в волнительные моменты. Последние отношения были еще в институте и продлились недолго. Алексей привел девушку в квартиру, которую снимал вместе с однокурсником. На запах пиццы, захваченный по пути, на кухню из своей комнаты выполз сосед. «Опа, угостите? Я вино домашнее сейчас принесу. Дедушка делал». Уже через 15 минут раскрасневшаяся подруга наигранно хохотала над историями товарища. Леша прекрасно знал, что все они были выдуманными и приукрашенными, а потом до утра играл в компьютер под глухие звуки музыки, доносившиеся из-за стены. Товарищ ради приличия заглушал шум от ночного продолжения знакомства. Не то чтобы Алексей разочаровался в женщинах и людях в целом, но предпринимать активные попытки завести отношения перестал. С тех пор парень успел закончить институт, переехать в бывшую бабушкину квартиру в их подмосковном городе и хорошо зарекомендовать себя на заводе, где работал младшим, пока, инженером. Друзей было немного, но каждый из них знал, если застрял где-то на зимней дороге ночью, звони Лехе, он никогда не бросит. Первая же беседа со Светланой и окрылила, и заставила волноваться одновременно. Новая сотрудница отдела кадров была не такой, как все. Она его слушала и интересовалась деталями. Почему-то именно этот факт поразил Лешу больше всего. Она интересовалась им. Другие женщины, когда он заходил по делам в административный корпус, отвечали дежурными фразами и тут же возвращались к своему щебетанию. Но в тот день все было по-другому. «Здравствуйте, я тут заявление работников на отпуск занес» и кинул на стол бумаги. «Здравствуйте». Девушка подняла голову и посмотрела Алексею прямо в глаза, улыбнувшись. «Неужели кто-то ходит в отпуск в феврале?» «Ну, ходят. Хотя да, я вот в мае беру обычно». «Вы рациональны. В мае и на юг слетать можно, и у нас солнышко уже по-летнему греет. Хочешь в Турцию, хочешь на огороды». «Да, дача начинается. Маме помогаю картошку сажать». Продолжил разговор Алексей, а сам думал, ну зачем я это говорю? Ого, не думала, что городские тоже картофель сажают. А я маме всегда помогала с огородом, пока не переехала сюда. Я из Вологодской области. А какая у вас тут картошка хорошо идет. Нам синеглазка очень нравится. Неудивительно,
что Алексея потеряли в цеху. Мужчина не привык к такому вниманию со стороны женщин и задержался на полчаса. А после смены, увидев Светлану на автобусной остановке, ни секунду не думая остановился и предложил подвезти. На следующий день парочка уже договорилась провести вместе вечер в кафе. Уже через пару недель отношений Светлана стала оставаться у Алексея дома. Сначала на ночь, потом и на выходные, когда выпадали общие. Сомневался ли он? Конечно, нет. Скоро стали жить вдвоем в Лешиной квартире. Света была идеальной спутницей жизни, внимательной и заботливой, никогда не повышающей голос, как и он сам. Подруга быстро освоилась в доме и показала себя лучшей хозяйкой. В холодильнике всегда стоял свежий суп, а на кранах в ванной мистическим образом исчезали разводы от воды. «Свет, давай я тебе помогу, хоть овощи почищу». Леше было даже неудобно, что из-за него столько приходится делать. «Не вздумай, любимый». Женщина отвлеклась от салата, приобняла мужчину чистой стороной руки и чмокнула в щеку. «Мне в радость сделать тебе приятно. Твоего традиционного кофе в кровать по утрам мне достаточно». Светлана рассказала, что переехала в Подмосковье с простой целью – зарабатывать. Под Вологдой живет ее мама, у которой большие проблемы со здоровьем, а на все хорошие вакансии в их городке очередь передается чуть ли не по наследству. Но были у подруги и странности. Придя домой, Леша увидел на столе целый пакет продуктов. «Ты когда успела? Сколько ты потратила?» «А вот забежала. Хочу тебе кое-что особенное приготовить. Да так, 1500. Я тебе сейчас на карту переведу». «У меня нет карты». «Как?» Мысль, что кто-то может жить без банковской карты, казалась дикой. «Ой, это давняя история. Меня однажды по молодости мошенники обманули. Ну, знаешь, это служба безопасности банка. Я теперь боюсь держать деньги на счету». Леша пожал плечами, но всякое бывает. За 2 месяца пара умудрилась ни разу не поругаться. Они все чаще говорили о своем будущем, общем. «Леш, я никогда и не мечтала найти такого положительного мужчину, как ты. С тобой спокойно, с тобой надежно. Я смело рожу тебе много детей», – ворковала ночами, лежа на плече Света. Алексей очень хотел детей, мальчика или девочку, неважно. Решили начать с щенка. Светлана давно говорила, что все детство и юность мечтала о лабрадоре. И на 8 марта Леша принес в большой белой коробке, обвязанной красной лентой с бантом, бежевого медвежонка. Теперь каждое утро, пока Света готовила завтрак, Алексей выгуливал собаку. А пара по вечерам ходила на длинные совместные прогулки и, кажется, сближалась еще больше. Начали говорить о свадьбе. «Прежде чем подать заявление, давай с родителями познакомимся, чтобы все по-правильному было», – рассуждал Леша. «Я готова хоть завтра поехать к твоей маме. Ты так много о ней рассказываешь. Хочу познакомиться с этой потрясающей женщиной. А я с твоей». «Леш, далеко ехать же. Может, не надо?» «Ничего, возьмем административный. Все равно на свадьбу нужно будет брать». «Мама болеет, я же говорила. В общем, это не самая хорошая идея». Света неожиданно закрыла лицо руками. «Ладно, ты только не расстраивайся». Леша испугался и поскорее обнял теперь уже невесту. «Прости». Света после того разговора была мрачнее тучи, и Алексей это чувствовал, как и свою вину, задел за что-то больное. «Я люблю тебя. Давай скорее поженимся. Подадим завтра заявление. Можешь начинать готовиться к свадьбе. У меня есть кое-какие накопления. Хотел машину обновить, но наша свадьба намного важнее. Пойдешь завтра за платьем?»
Леша подсел к невесте на диван, желая хоть как-то обрадовать. «Ура! Я буду смотреть на тебя и гордиться, что ты мой муж!» Света вскочила от радости и крепко обняла. Всю жизнь мечтала, что у меня будет самое красивое свадебное платье на свете. Только я не ожидала, что так быстро. Платье пойду завтра посмотреть, а заявление давай еще пару недель подождем. На следующий вечер Света с горящими глазами рассказывала. Нашла то, что искала. Правда, платье дорогое, 120 тысяч стоит. Леша сходил в банкомат и снял нужную сумму. Через пару дней коробка, которую жениху было строго-настрого запрещено открывать, стояла на дне шкафа-купе в их спальне. «Джек, что ты натворил?» Леша смотрел на разбросанные по комнате белые куски ткани. Маленький лабрадор лежал в облаках вуали и довольно грыз туфлю. Ну вот, как назло, не смог за щенком уследить. Пока Леша выносил мусор, Джек забрался в шкаф и начал забавляться с его содержимым. Платье, которое так нравилось его женщине, оказалось безнадежно испорчено. «Плохой знак», — мрачно произнес Леша куда-то в пустоту. А Света-то как опять расстроится? Через пару часов уже будет дома. Начал собирать оставшиеся от платья и ошметки в коробку. Увидев на ней адрес свадебного салона, Алексей нашел решение проблемы. Может, у них еще есть такое же. Схватил остатки и уже через 5 минут был за рулем. «Нет, молодой человек, к сожалению, наши модели поступают в единичном экземпляре». Сразу же огорчила девушка-консультант с грустной улыбкой, выслушав историю про щенка. «А под заказ можно хотя бы?» «Да, конечно. Срок ожидания составит 3 недели. Будете ждать?» «Можно, как вариант, выбрать такого же фасона, но с немного другим декором». «Давайте закажем такой же». Леша понял, что придется признаваться. Уж очень Свете понравилось. Срок ожидания 21 день. Продиктуйте, пожалуйста, номер телефона. По цене чуть дороже. 35 тысяч рублей уже будет. Сколько? Глаза на лоб полезли. Дорого? Испугалась такой бурной реакции консультант. Да, именно эта модель получится дороже на 3000. Алексей, не понимая происходящего, зло затолкал остатки платья в коробку и выбежал из магазина. Ну и скупердяй, кто за таких только замуж выходит? До конца рабочего дня раздумывала девушка из свадебного салона. Света вернулась домой и увидела странную картину. Алексей сидел на стуле, у его ног стояла коробка со свадебным платьем, в которой резвился Джек. «Что случилось? Ты меня бросаешь?» «Пока я просто хочу тебя понять. Зачем ты врала мне?» «Ты знаешь, Леш, я не хотела тебя обманывать, потом сама себя испугалась. Но как ты узнал?» «Я был в свадебном салоне. Джек испортил твое платье. Видишь? Там мне и сказали, сколько оно стоит на самом деле. Зачем ты так поступаешь со мной?» «Подожди, я тебе сейчас все объясню». Света дотронулась рукой до своего лба, как будто у нее заболела голова, а сама подумала: так он про платье, а я уж испугалась. Женщина присела на корточки, облокотилась одной рукой на колени Леши, другой стала гладить Джека. «Понимаешь, у тебя хоть какие-то сбережения есть на свадьбу, а я ничего не отложила. Я правда хотела купить то платье за 120, но в последний момент поняла, что не имею права тратить столько твоих денег. Я решила купить попроще, а на оставшиеся деньги сюрприз для тебя. Порадовать подарком в честь свадьбы. Глупо, да, но мне покупать не на что». «Свет, я и подумать не мог, столько в голове перекрутил». «Ты подумал, что я своровала, да?»
прости меня, я не подумал о тебе». Леша тоже опустился на пол и крепко сжал в своих руках невесту. Света в тот момент радостно думала, как удачно все вышло. Сообразила вовремя. Только теперь подарок этому придется покупать. А вот Алексей после неприятной сцены снова не находил покоя. Невесту обидел, Свету, любимую, заподозрил. Она же для него старалась. Леша даже не спал до 2 часов ночи, придумывая, как загладить вину. И придумал. Надо сделать ответный сюрприз. Путевки в Сочи. Если свадьба в июне, то и купаться уже можно будет. Во время рабочего дня Алексей подыскал подходящий тур и звонил узнать подробности вариантов, за что даже получил втык от начальника. Зато турагент забронировал недельный отдых на 2 и ждал паспортные данные обоих гостей. Сюрприз должен быть неожиданным. В принципе, так и вышло. Вечером Алексей еле дождался, пока его невеста уйдет в ванну. Достал ее паспорт из сумочки, чтобы быстро сфотографировать нужные страницы. Стал быстро пролистывать страницы и замер, увидев в графе «Дети» заполненную строчку. Получается, в Вологодской области Свету ждет не только больная мама, но и 8-летняя дочь. Так и сидел с паспортом в руках, пока Света не вышла в домашнем халатике. «Это что, Свет?» «Значит, узнал все-таки. И когда ты планировала мне сказать? Давай только драму не ломай, говори как есть». «Ты хоть знаешь, как тяжело найти нормального мужчину, когда у тебя ребенок? Как там в интернете пишут? С прицепом». Алексей в первый раз увидел злость в глазах невесты. «Может, и мама твоя не больная?» «Не больная. Она с Вероникой сидит, честно говорю. Поэтому я и не хотела, чтобы ты приезжал с ней знакомиться». «Так, с твоими родственниками понятно. Скажи сразу, какие скелеты в шкафу у тебя еще есть?» «Больше никаких, клянусь, Леша». «А кредит?» «Какой?» Света стала пятиться назад. «Который больше 500 000. Ты задолжала банку 500 000. Думаешь, я и этого не знаю?» По утрам, когда Леша гулял с Джеком, он познакомился с другими собачниками и однажды договорился с Лерой, хозяйкой старого Чау-Чау. Обмолвился, что есть еще люди, которые не признают пластиковые карты и держат деньги только наличкой, для надежности. Рыжая Лера рассмеялась. «Ага, дядька мой тоже так говорит. А на самом деле ему все счета за долги перед приставами заблокировали». Леша знал, что в интернете можно найти долги любого человека по ФИУ и дате рождения. Особо не беспокоясь, вбил данные Светы и увидел, что на ней уже несколько лет висит огромный долг. Но решил не говорить. Мало ли, что было. Уж очень боялся потерять, потому что верил. Его наконец-то по-настоящему полюбили. И вот теперь Света, то злясь, то, начиная плакать, рассказывала, что очень любила отца Вероники, но тот то сходился с ней, то бросал снова. Однажды он попросил ее взять для него кредит, чтобы купить машину. Та радостно согласилась. И, конечно же, после этого парень пропал. Из-за преследования коллекторов и невозможности платить ей и пришлось уехать на заработки в Подмосковье. Знаешь, Свет, что самое смешное? Если бы ты честно рассказала мне обо всем в начале отношений, я бы понял и принял. Вместе бы что-нибудь придумали. Но ты решила меня обмануть. Выгоняешь меня, что ли? Ответственности за ребенка испугался? Так ничего и не поняла. На ночь глядя, я тебя никуда не выгоню, а утром уходи. Снимешь снова жилье. Тем более, деньги после покупки платья, я так понимаю, у тебя остались. Да пошел ты.
Ты хоть себя в зеркале видел? Эти деньги я считаю компенсацией за то, что тебя терпела. Еще больше надо было брать. Света сняла комнату и продолжила работать на заводе. При встрече с Лешей она делала вид, что между ними ничего и не было, а через пару месяцев стала приходить на работу вместе со слесарем. Алексей очень тяжело переживал расставание, хотя старался не показывать. Очень сильно помог Джек. Каждый день, утром и вечером, нужно было гулять с уже подросшим щенком. Все чаще стала попадаться приветливая рыженькая Лера с таким же рыженьким Чау-Чау. Во время одной из бесед с ней Леша разоткровенничался и рассказал ту историю, которая не давала ему покоя. Девушка подумала про себя. Как можно так с людьми поступать? Он же теперь не сможет ни одной женщине довериться, но я постараюсь. У нее получилось. К осени Лера и Леша стали парой. Она в шутку предложила сразу показать паспорт и кредитную историю. Но Алексей отказался. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.